Всем привет! Меня зовут Евгения. Сегодня мы переходим к третьей части мастер-класса «Буба крючком». Сегодня мы будем вязать одну деталь голова тела. Начинаем вязать, как обычно, с двух воздушных петель. Вязать будем по кругу. К этой пряже нужно привыкнуть. Вязать, конечно, из нее немного сложнее, чем из обычной, потому что не видно рисунка. И еще сразу хочу сказать такой момент. Если где-то ошибетесь в расчетах, не распускайте. Подкорректируйте в следующем ряду. Потому что если эту пряжу распускать раз-два, с нее начнет сыпаться ворс. Итак, начинаем вязание. Делаем 2 воздушные петельки в дальнюю от крючка, провязываем 6 столбиков без накида. В следующий ряд мы делаем, как обычно, по часто используемой схеме, прибавки. Из 6 столбиков вывязываем 12. Значит, в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. В этом видео я не буду ускорять съемку, и будет видно, где какую петлю я провязываю. Мы закончили второй ряд, получилось 12 столбиков. Теперь для удобства рекомендую поставить маркер в конце ряда. В следующем ряду мы делаем прибавку через петлю. Первую петлю провязываем столбик, вторую делаем прибавку 2 столбика. Так до конца ряда. В конце ряда 18 столбиков. В четвертом ряду мы делаем прибавки. Снова также 6 столбиков равномерно прибавляем. Прибавку делаем в каждую третью петлю. Первый столбик провязываем, второй столбик с третьей прибавкой. И так до конца ряда. В конце ряда у нас получается 24 столбика. В пятом ряду мы делаем прибавку в каждый четвертый столбик. Первый, второй, третий провязываем, четвертый прибавка. Так до конца ряда. В конце ряда у нас получается 30 столбиков. В шестом ряду мы делаем прибавки в каждый пятый столбик. 4 провязываем, 5 прибавка. Так до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 36 столбиков. Постепенно рисунок сдвигается, поэтому можно маркер передвигать
ближе, чтобы было удобно. В шестом ряду мы делаем прибавки в каждый 7 столбик. 6 столбиков провязываем, в 7 делаем 2 столбика. Так до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 42 столбика. В седьмом ряду снова прибавляем 6 петель равномерно. 7 столбиков провязываем, в 8 провязываем 2 столбика без накида. В конце ряда 48 столбиков. В восьмом ряду мы делаем прибавку в каждую 9-ю петлю. В конце ряда у нас получается 54 столбика.
В 9 ряду мы снова делаем прибавки. По 2 столбика мы провязываем в каждую 10-ю петельку. В конце ряда у нас получается 60 столбиков без накида. После этого мы провязываем 10 рядов без прибавок, по 60 столбиков без накидов в каждом. Я провязала 10 рядов. Снова переставляю маркер, чтобы удобнее было. И с этого ряда мы начнем убавки делать. Убавки также по этой же схеме. В этом ряду мы провязываем 8 столбиков, 9 и 10 провязываем вместе. Так до конца ряда. Получается, у нас 6 петель убирается. В ряду должно остаться 54 столбика. Здесь тоже делаем убавки, также 6 столбиков. Провязываем 8 и 9 столбик вместе до конца ряда. В конце ряда остается 48 петель. Снова делаем убавки, провязываем вместе 7 и 8 столбик до конца ряда. В конце ряда должно остаться 42 столбика. Теперь мы тоже делаем убавки. Провязываем вместе 6 и 7 столбик до конца ряда. В конце ряда остается 36 столбиков. В этом ряду тоже делаем убавки, провязываем вместе каждый 5 и 6 столбик. До конца ряда, в конце ряда у нас 30 столбиков. И последний ряд мы делаем убавку. Соединяем 4 и 5 столбики вместе. В конце ряда у нас получается 24 столбика. С этого ряда мы начинаем делать прибавки. Сначала мы провязываем по 2 столбика в каждую 4-ю петлю. В конце ряда получается 30 столбиков. В следующем ряду мы делаем снова прибавку в каждую 5-ю петельку. В конце ряда у нас 36 столбиков.
Следующий ряд мы прибавляем в каждую шестую. По 2 столбика провязываем в конце ряда 42. Потом в ряд добавляем в каждую седьмую, в конце ряда 48 петель. И следующий ряд в каждую восьмую, в конце ряда 54 петли. Продолжаем делать прибавки. В этом ряду мы делаем в каждый 9 столбик, прибавляем в конце 60 столбиков. В следующем ряду в каждый 10, в конце 66. И последний ряд с прибавкой в 11 петельку провязываем по 2 столбика. У нас получается 72 столбика в конце ряда. Девочки, хочу еще раз сказать, если есть вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу. А также напишите в комментариях, может кто-то еще какую-то игрушку ищет. С удовольствием сниму видео мастер-класс. Теперь мы провязываем 2 ряда без прибавок по 72 столбика. В этом ряду мы будем делать убавку. Провязываем вместе 11-12 столбик. В конце ряда остается 66 столбиков. Теперь мы снова провязываем 2 ряда без убавок. Далее делаем убавки. Провязываем 10 и 11 столбик вместе. В конце ряда 60 столбиков. Провязываем 2 ряда без убавок. Далее провязываем 9 и 10 столбик вместе. В конце ряда 54 столбика. Снова 2 ряда без убавлений. Затем соединяем 8 и 9 столбик. В конце ряда 48 столбиков остается. И провязываем 3 ряда без убавок. В этом ряду мы делаем убавки, провязываем 7 и 8 столбик вместе. В конце ряда 42 петли. Вяжем 1 ряд без убавки. И снова делаем убавление. 6 и 7 столбик провязываем вместе. В конце ряда 36 столбиков осталось. Дальше мы в следующем ряду сразу делаем убавку. Провязываем 5 и 6 столбик вместе. В конце ряда остается 30 столбиков. Нить мы пока не отрезаем. Мы еще дальше будем ею вязать. Вот такое получилось дело с головой. Набиваем синтепоном. Я игрушки набиваю синтепоном довольно-таки плотно.
Переходим на белую нить обычную, будем вязать зрачки нашему домовенку. Нить можно пришить, привязать. Я просто хвостик прячу между столбиками, которые буду набирать. Набираем 20 столбиков без накида. Провязали ряд, делаем петлю подъема. И теперь мы вяжем в обратную сторону. Вяжем за половинку петли, то есть за переднюю стеночку. Вот изнутри у нас получается передняя стеночка. С лицевой стороны у нас вторая полупетля остается. Девочки, надеюсь, видно, уже подняла штатив. Тело большое, не очень удобно теперь вязать перед камерой. Довязали ряд. И теперь провязываем 10 рядов с петлями подъема по краям. Получается, у нас прямо вверх уходит вязание. 10 рядов. Начинаем вот с этого места. За обе полупетельки. То есть обычными столбиками провязываем 10 рядов.
Итак, мы провязали 10 рядов с петлями подъема, поэтому край у нас ровный. Теперь мы провязываем еще 6 рядов без петель подъема. То есть мы поворачиваем вязание и сразу начинаем вязать. За счет этого край будет скошен немного. Снова обращаю ваше внимание, вот мы провязываем столбик в последнюю петелечку, поворачиваем вязание и сразу же без петли подъема вяжем столбик без накида. Провязав 6 рядов без петель подъема, нить обрезаем, закрепляем. Ниточка короткая, длинная нам не нужна, обвязку мы будем делать бежевой нитью. Наши зрачки готовы. Теперь мы возвращаемся к белой пушистой ниточке. У нас там осталось 10 петель. И теперь мы вяжем там ровными рядами. Также вязание туда-обратно с петлями подъема. У нас получится прямоугольничек. Будет зависеть от вязания, но примерно 12-14 рядов нужно будет провязать, чтобы эти два прямоугольника, зрачки и задняя часть головы, были одной высоты. Вот что у нас получилось. Нить мы отрезаем, закрепляем. И нам осталось сделать обвязку. Обвязку будем делать бежевой нитью. Один ряд столбиками без накида. Вот такой аккуратный ряд у нас получается с обеих сторон.
Не забудьте добавить наполнитель. Мы вязали один ряд за полупетлю. И вот для чего нам это нужно было, чтобы сейчас обвязать по оставшейся полупетельке. Также столбиками без накида провязываем этот ряд.
В конце делаем соединительный столбик. Нить отрезаем, закрепляем, хвостики прячем. Наша основная деталь готова. Поправляем, расправляем. В середине стягиваем белой ниточкой. Еще хочу показать, как я прячу нитки. Наш мастер-класс подходит к концу, все детали у нас связаны, их осталось только сшить. Большое спасибо за внимание. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!